Приветствую вас! О гироскутере знает каждый ребенок и взрослый. Могут быть как в виде небольшой платформы с двумя небольшими колесами по бокам, так и чуть побольше размерами и имеющие ручку, получившие название Segway. Есть еще моноколесо, работающее по такому же принципу. Ведь объединяет их всех одно: все они движутся и управляются с помощью датчиков положения, которые в свою очередь созданы на основании гироскопа, механизма, который в рабочем состоянии обеспечивал крайне устойчивое положение двухколесному транспортному средству, как в положении покоя, так и в движении, так как в нем заложен тот самый гироскопический эффект, который не позволяет упасть всем известному волчку на тонкой ножке. И первым, кто решил использовать этот механизм в автомобилестроении, стал граф Петр Петрович Шиловский. Он был очень умным, прогрессивным, а также богатым дворянином, который много читал технических журналов и переписывался со многими изобретателями Америки и Европы начала 20 века. И его очень заинтересовала потенциальная возможность гироскопа. И прежде чем создать свой первый автомобиль, Шиловский применил это изобретение при постройке монорельсовой дороги, состав которой удерживал в вертикальном положении тот самый гироскоп, раскрученный электромотором. Но в России этот проект не получил дальнейшего развития, так как царское правительство посчитало его дорогим и сложным в производстве. О дальнейшем создании автомобиля с гироскопом не шло и речи. Но Петр Петрович не стал забрасывать проект автомобиля и в 1912 году уехал в Англию, где с помощью компании Wolseley Tool and Motor Car из Бирмингема в 1913 году собрал свой первый рабочий прототип автомобиля. Автомобиль получился довольно габаритным, длиной 4 метра, и массивным. Силовым агрегатом служил четырехцилиндровый двигатель, установленный спереди на лонжеронной раме от легкового автомобиля Wolseley 16/20 HP мощностью 25 лошадиных сил. Крутящий момент передавался через четырехступенчатую коробку передач, карданный привод и червячный редуктор на заднее ведущее колесо. А 10% мощности двигателя уходило на электрогенератор, подававший ток на 110-вольтный электромотор, который раскручивал горизонтальный метровый литой маховик, размещавшийся в средней части автомобиля между сиденьями. Именно раскручивание гироскопа до 3000 оборотов в минуту обеспечило устойчивость автомобиля массой 2800 кг, и он стоял на двух колесах как вкопанный. Для поддержания автомобиля для парковки при выключенном маховике предусматривалось два боковых маленьких колесика. Заднее колесо крепилось к раме при помощи двух продольных консольных рессор, а переднее колесо крепилось на мощной трубчатой подвеске на двух продольных консольных рессорах. Сам же салон представлял из себя четырехместный открытый кузов. После ряда заводских испытаний Шиловский 28 апреля 1914 года проехался по улочкам Лондона, где привлек к себе внимание общественности, и об этом автомобиле писали все газеты города. И даже были попытки наладить небольшое производство этой чудо-машины, но свои коррективы внесла Первая мировая война. Изобретатель вернулся в Россию, предлагая свои изобретения военному ведомству, а автомобиль англичане для сохранности закопали в землю вместе с другими изобретениями на заводском дворике. И откопали его только аж через 20 лет, в 1938 году, по настоянию самого Шиловского, и поставили в музей завода. Но уже через 10 лет этот автомобиль был отправлен на лом, как не представляющий ценности. И если мой ролик вам понравился, был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю всего хорошего, до новых встреч!